Всем привет, дорогие друзья! Количество игроков, желающих заново пройти весь путь L2, начиная с C1, растет с каждым днем. Поэтому в рамках подготовки к старту Ilmor Lab C1X1 в прошлых видео мы уже коснулись танков, луков, ножей, магов и саммонеров. Их вы можете найти на канале по ссылкам в описании. Сегодня мы рассмотрим баферов. Однако сначала хочу напомнить, что играть в Lineage 2 стоит. При обзоре баферов нельзя не сказать о том, что на открывающемся C1 сервере разрешено только одно окно и нет никаких ПА и платных расширений, а значит все саппорт-классы будут как никогда актуальны. Также в C1 нет бафов в КХ, нет татуировок и СА, нет банки Акумана в магазине, нет пассивки Светлый Разум, восстанавливающий МП при ходьбе, и нет бафа Вампирика как такового, что отразится как на самих саппорт-классах, так и больно ударит по многим другим классам, наличие саппорта для которых станет куда более критичным. Всем баферам важно знать, что в C1 есть только 20 баф-слотов, и их невозможно расширить. Если магам этого вполне хватает, то воинам придется выбирать, что бафать, ведь в эти 20 слотов входят и бафы вместе с сонгами и дэнсами, и хилки, и дебафы. В результате новые эффекты выдавливают самые левые в списке, поэтому бафать всегда нужно с умом, да еще и самим следить за оставшимся временем, поскольку оно при наведении мышью на баф не отображается. Ну а теперь о каждом классе подробно. Первый в нашем обзоре — Проповедник. Человек-маг с сбалансированными характеристиками, имеет среднюю скорость каста и не страдает от станов и низкого числа хп. Как и всегда, это лучший бафер в игре, а в условиях C1 об этом даже не будет споров. Еще на первой профессии получает бафы на физатаку, защиту, скорость бега и первый фокус, что делает его ценным для физпати и поможет качаться в соло. Лайфхак в том, что на C1 пика имеет рейндж атаки, поэтому ПП и ШЕ могут качаться с пикой через рут на расстоянии, не боясь, что мобы до них достанут. По аналогичной тактике можно качаться и с луком. Также у ПП есть пассивки на лайт и тяж броню, что позволит качаться в физ-билде. В маг-билде можно будет хорошо качаться на нежити, благодаря умению разрушить нежить. Для прокачки на нежити в мили-пати у ПП есть полезный баф Святое Оружие, способный поднять урон по нежити и мобам с уязвимостью к свету на 20%. Важно, что баф работает только на мили-атаке и не стакается с дэнсом света УБД. Конечно, прокачка любого саппорта в соло будет довольно сложным процессом, однако на C1 многие остальные классы также будут сильно страдать, каждый из-за своих особенностей, и саппортам будет не так обидно. Поскольку в C1 нет СА, тату и банки Акумана в магазине, ПП становится актуальным бафером для магов уже с 20 левела. Тут магам придется выбирать, бегать с ШЕ или с ПП, или с обоими. Тем не менее, мини-группы скорее всего предпочтут бегать с медленным кастом, нежели взять еще одного саппорта. Но это в любом случае будет менее эффективно, чем в том же C4, а в PvP мили-классы будут иметь больше шансов. Этим C1 будет и интересней. Для миликов ПП также будет еще более актуален, чем обычно. В C1 нет бафа Вампирика, а значит ШЕ теряет одно из своих основных преимуществ для мили-классов. Баф регенерация, появляющийся на 35-м левеле, в C1 мало полезен, поскольку в процентах повышает базовый реген, который тут очень небольшой, и с учетом ограничений баф-слотов этот баф использоваться не будет. Низкий реген и отсутствие механики вампирика заставит миликов чаще брать в пати саппорт для подхила, что для нас будет хорошим плюсом. Очень нужным для PvP бафом является ментал, появляющийся еще до второй профессии. Без него в PvP против магов из слипа можно будет вообще не выходить. На 35-м уровне у будущего ПП появляется Берс. В C1 этот баф имеет существенные отличия. Тут Берс не режет магическую защиту и уклонение, не дает скорость бега и снижает физ-защиту на целых 12% на 35 уровне и на 15% на 52 уровне. А самое интересное, кидается просто по таргету. В результате в C1 Берс чаще используется как дебаф на мобов и, что самое смешное, перед PvP на вражеских магов и хилов.
После второй профессии у ПП появляются новые, очень полезные бафы. Шепот смерти на силу крита, наведение на точность и блеск шилд на шанс защиты щитом. В С1 щит работает просто великолепно. Под блеск щитом от 56 ПП или ЕЕ шанс удара стрелы в лицо 100%. Жаль, только у ЕЕ нет умения усиленная блокировка на силу блока. Механика такая, что ваншотов в щит нет, даже если стрелять с бопов в D-грейд робу, если щит хотя бы мид-C грейда. Поэтому наиболее предпочтительным на PvP всем магам и саппортам нужно брать однорук плюс щит. Также в условиях С1 большую важность получает баф концентрация. Медленный каст позволяет физ-классам успевать добегать или сбивать его из луков, а долгий откат основного нюка и отсутствие многих умений у магов значительно снижают их шансы на победу, и концентрация тут будет очень полезна. С 44 уровня учатся новые мега полезные бафы на хаст, Magic барьер, блеск хп и МП. Также учится последний уровень резиста к огню, который позволит защитить членов группы от сорков. Все резисты до С4 имеют одну особенность. Суррендеры тут снимают аналогичные резисты и вешают суррендер сверху. Они заменяются прямо в баф-слоте. Суррендер в свою очередь также можно заменить, ребафнув резист. Исключение сонги и дэнсы, они не заменяются. Из-за ограничений в 20 баф-слотов место на резисты остается только в маг-пачках, воинам же придется бегать без них, если в пати есть барды. Слотов не будет хватать даже под точность и уклонение, не говоря уже про холли и реген. По набору умений в С1 ПП мало чем отличается от других обновлений. Дальше 56-го скиллы просто не учатся, отчего тут нет великого щита, великого могущества, резистов и умений третьей профессии. На С2 наряду с новыми уровнями существующих умений у ПП появится только слово страха, а в С3 резисты от воды, ветра и яда. Резюмируя, можно сказать, что ПП в С1 бесспорно является лучшим бафером в игре. Благодаря скиллам против нежити и руту при желании может качаться в соло и использовать как маг, так и физ-билд. Из-за отсутствия бафа вампирика и банки Акумана в магазине становится вдвойне нужным как для магов, так и для воинов. Однако участь ПП — это всегда быть игроком второго плана, в ПВЕ полжизни сидеть регене МП, а в ПВП никогда не получать фрагов. В условиях одного окна перестает быть оконным бафером и поэтому будет очень полезен в КП, рандомках и кланах. Еще одним преимуществом проповедника в реалиях Ильмор-Лаба является возможность в будущем рерольнуться за донат практически в любой класс. Жрец Шилен. Темный эльф с высокой маг-атакой, не очень быстрой скоростью каста и крайне низким запасом здоровья. Самый популярный саппорт. Как и ПП, рано получает бафы на физ-защиту, атаку, скорость бега и первый фокус, что делает его актуальным в физических группах уже на ранних уровнях. Но его главным преимуществом перед любыми другими баферами является имповер. 55% маг-атаки уже на 25-м левеле делают его как воздух необходимым для магов. Без данного бафа будет практически невозможно качаться в плюс с шотами. СХ или Сорку имповер позволит при определенных условиях убивать мобов с уязвимостями с одного каста с соской. Благодаря имповеру вы всегда сможете найти пати с магами. Также на С1, где очень медленный каст и нет возможностей для его разгона, нюки магов можно будет вполне эффективно сбивать, от чего большую важность приобретает баф концентрация. Для физ-классов ШЕ в С1 теряет свое главное преимущество – вампирик. Такой механики тут еще нет. Тем не менее, ШЕ будет полезно как бафами, так и своим слипом и рутом, а также умением Purify, снимающим паралич, отравление и кровотечение. Также благодаря оковам ветра ШЕ может снижать скорость атаки соперника. Поскольку с завтрашнего дня за ролики и стримы по неофициальным серверам будут давать страйки, оставшаяся часть видео будет почти без монтажа. Доделать я его не успел, а выкладывать завтра уже будет нельзя. Просьба подписаться на мой телеграм, ссылка на который находится в описании к видео. Для защиты от магов у ШЕ есть ментал и резист к ветру от СХ.
Из-за особенностей C1, Root, Sleep и многие другие дебафы даже низкого уровня с блеск-соской могут проходить на хай-левельных чаров без резиста. В ПВЕ Шие сможет хорошо подхиливать членов группы, правда в ПВП это будет не так эффективно из-за низкой скорости каста. Особенностью C1 является очень низкий реген ХП и МП, что больно бьет по всем классам, но делает Шие еще более полезной, ведь она имеет речардж, который будет существенно снижать время простоя магов на реген. В условиях одного окна Шие перестает быть оконным персонажем и очевидно будет одним из самых популярных саппортов, ценных как в дуо, так и в фулл-пати. После второй профессии, наряду с новыми уровнями проученных умений, у Шие появляется баф на точность и силу крита, что сделает ее еще более ценной для физ-пати. И это также будет отличный саппорт в лука-пати, благодаря набору для лучников, точность, фокус и шепот смерти. И пусть баф хаст у Шие отсутствует, до хай-левела он вполне заменяем баночкой на скорость физ-атаки. У луков всегда будут проблемы с МП, и Шие будет очень необходим еще и для заливки. Прокачка в соло возможна при хорошем оружии вплоть до 40-44 уровней, на нежити или через рут с пикой. Она в C1 имеет расстояние атаки, поэтому мобы в руте не достают до цели, и Шие сможет хоть и с трудом, но качаться таким способом. Минусы Шие, как и у всех темных магов. В первую очередь, это очень медленная скорость каста, что не позволит быть хорошим хиллером в ПВП. А также наименьшие среди всех показатели кон и как следствие количество ХП и базовое сопротивление к стану. Из отсутствующих на C1 умений можно назвать вампирик, введенный в C2, и Wild Magic, который появится в C3. Важно сказать, что на Эльмор Лабе из Шие за донат будет нельзя реролиться ни в какой класс, поэтому имейте это в виду. Резюмируя, можно сказать, что Шие является отличным саппортом как для игры в кланах и КП, так и в рандомках. Будет больше других востребован в мини-группах с единственным саппортом, поскольку имеет и ключевые бафы и может подхилить и залить МП, и при необходимости заслипать или зарутить соперника. Жизненно необходим в магических партиях, поскольку единственный имеет баф на имповер, а также может заливать ману, что также будет актуально и для луков. Если вы хотите всегда быть востребованным, легко находить пати в рандомке и быть полезным в кланах, то этот персонаж для вас, ведь с учетом ограничений в одно окно, он наконец перестает быть обязательным окном, которое у всех всегда за спиной, а становится полноценным и очень необходимым классом. Далее перейдем к оркам. Варкраер. Орк-маг с отличным сопротивлением к слипу, большим количеством хп и возможностью хорошо навалять сопернику как дебафами, так и в рукопашную. Имеет неприлично низкую скорость бега и скорость каста. Пока скастуется слип, можно уснуть самому. Орки-маги женского пола имеют очень забавную анимацию бега, которая, возможно, придется по вкусу любителям футбола. Обратите на это внимание, чтобы понять, сможете ли вы дотерпеть это до C2. Выбирая этот класс, будьте осторожны, убедитесь, что вы знаете, какие скиллы есть у Варкраера. Если вы, играя на интерлюдах и ХФах, привыкли к тому, что это по многим показателям лучший бафер в игре, то тут вас ждет полное разочарование. В C1 это очень своеобразный саппорт, у которого нет трети привычных бафов, многие из которых критически важные. Но есть и свои плюсы в некоторых сетапах. На старте игрокам, незнакомым с C1, будет тяжело из-за отсутствия мобов в привычных зонах охоты у орков, поэтому придется поискать споты. На первой профе орк-маг получает бафы на физ и маг-защиту, физ-атаку и скорость магии. Но получает он их позже, чем другие баферы. Например, баф на физ-защиту на 20 и 30 уровнях, в то время как ПП, ЕЕ и ШЕ на 7 и 25 уровнях. И только третий левел бафа у него будет раньше них на 4 левела. Зато баф на 15% маг-защиты он получит уже на 20 уровне, а на 40 на 23%, в то время как ПП получит такой же баф только на 44-м.
Маг-защита, безусловно, является очень важным параметром в PvP, однако мобы на C1 очень редко бьют магией, и поэтому в PvE напев огня будет не так актуален, и ради него Варка уж точно в пати брать никто не будет. Хотя и позже на 10 левелов, чем у ПП, у Варка на 30-м левеле появится очень важный баф напев пламени на скорость каста, что наконец сделает его каст-спид не таким унылым, а главное поднимет его актуальность в маг-пати. В магазине нет банки Акумена, отчего скорость каста обретает важное значение, однако на 35-м у ПП уже будет второй Акумен, в то время как Варк получит второй левел бафа только на 44-м. Но даже до этого момента отсутствие ВВ делает Варка менее предпочтительным в мини-группах по сравнению с человеческим бафером. Однако в отличие от него, Орк очень эффективно качается в соло. Он имеет пассивки на все виды брони, стан, слип и мощнейшие дебафы. Яды в C1 отлично проходят, имеют хороший урон и не сбивают слип. В условиях X1 всем будет нелегко накопить на хороший эквип. А орку-шаману он и не нужен. Яды имеют фиксированный урон, не зависящий от оружия, поэтому он сможет легко качаться в бомже-шмоте. Единственное, можно отметить, что на шанс прохождения влияет маг-атака и соски, однако урон при этом не меняется, поэтому если яды проходят, дальше не заморачиваемся. При этом в бомже-эквипе можно не только качаться, но и даже побеждать в PvP. Для этого у Варка есть беспроигрышная комбинация стан, слип, горелка с блеск-соской. Яд и слип у шамана появляются уже на 7 уровне и очень хорошо бустит прокачку. На классике орки-шаманы еще и умудрялись качаться на париках с магами благодаря массовому яду. И даже раскидывание одиночных ядов с последующим добиванием мобов с масухи магом может быть эффективным. В PvP большой проблемой будет неприлично долгий каст, поэтому цель нужно будет сначала застанить, а потом уже раскастовывать слип и горелку. Крайне низкая скорость бега и отсутствие бафа на скорость будут дезморалить при стычках с рейндж-классами. В PvE вас ждет хотя и не очень простой, но довольно эффективный фарм. Яды Варка сильнее, чем яды темных эльфов, и на каче полностью сжирают хп многих мобов. Но вот со второй профы вы всегда будете чувствовать зависть к ПП. В то время как другие баферы будут попивать чаек, прицепившись к ДД и смотря на проценты, накачанные в группе, Варк так и останется наедине со своей горелкой. На 40-м к новым левелам существующих бафов прибавится лишь напев уклонения, который у ЕЕ был уже на 25 уровне. У этого бафа в C1 есть важная особенность. На 40-м левеле он сразу дает плюс 4 уклонения, а не плюс 2, как на более поздних обновлениях, а на 56-м уровне целых плюс 8 вместо плюс 4. Поэтому механики уклонения на C1 работают очень хорошо, и баф будет более нужен, чем вы привыкли. Тем не менее, на том же 40-м ПП и ШЕ получат куда более полезные шепот смерти, точность, а также новый уровень ментала. Если аналог шепота смерти Варк получает на 44-м левеле, то вот ментала у него просто нет, а в условиях C1 PvP без ментала это смерть против магов, да еще и позорная. Но что более важно, у Варка в C1 вообще нет крайне важных бафов для воинов. А именно, нет напева хищника на шанс крит-атаки, нет напева вампирика, поскольку данная механика в C1 просто отсутствует. Нет напева движения на скорость бега, напева орла на точность и нет напева берсерка. В результате Варк в C1 полностью бесполезен как бафер в мини-группах, уступая как ПП, так и ШЕ по набору умений и по уровням их появления. Немногими преимуществами Варка перед ШЕ являются бафы на скорость атаки и магия, но вот по сравнению с ПП выбор, кого взять в пати, всегда будет очевиден. Как хилер, Варк также будет не очень практичный и медленный. Без фокуса и ВВ физбати качаться не будет, а если они доберут ПП, то Варк будет не нужен. Единственное эффективное использование Варка в пати возможно вместе с ШЕ.
Тогда этот баф в целом будет уступать ПП лишь по блесам, зато сетап получает мощного дебафера и станера, что в принципе имеет право на жизнь и даже может оказаться выигрышным в некоторых ситуациях, особенно в макпате. К тому же у других баферов будут большие проблемы с МП, если нужно забафать фулл-пати, а Варк сможет быстро накинуть свой баф и сэкономить время и часть МП второму баферу. Это может стать важным аргументом. В обновлении C2 Варк получит напев мщения на возврат урона, а в C3 напев хищника на шанс крита и напев орла на точность. В целом, Варк отличный персонаж для соло игры с пассивками на все типы брони, сильными дотами, слипом и станом. Очень эффективно качается даже с минимальным эквипом, имеет хорошее сопротивление стану и слипу, может подхилить себя и членов группы. Это реально один из лучших соло-классов в игре. Однако из-за отсутствия в C1 многих важных бафов, Варк будет испытывать огромные трудности с поиском пати, однако сможет хорошо себя проявить в связке с другими баферами. В PvP сможет за себя постоять и победить многие мили-классы, но вот с дальниками у него возникнут проблемы из-за низкой скорости бега и медленного каста. Если вы просто хотите быть полезным бафером, то в C1 за Варка вы столкнетесь с большим числом трудностей и низкой востребованностью данного класса. Оверлорд. Как орк-маг имеет хорошее сопротивление к слипу и стану, большое количество хп и пассивки на все виды брони. При этом обладает очень низкой скоростью бега и медленным кастом. Женские персонажи имеют очень непривычную смешную анимацию, а мужские — странные стойки, которые вместе с другими моделями оружия также вызывают улыбку. На первой профессии Овер имеет все те же достоинства и недостатки, что и коллега Варкрайер. Бафы у него появляются позже, чем у баферов других рас, за исключением маг-защиты, что может быть полезно в PvP. С 30-го левела будущий Овер становится привлекательным для магических партий благодаря бафу на скорость магии, отсутствующему в магазине. Поскольку ПП на этих левелах еще не имеет многих умений, связка шамана плюс ШЕ будет даже более эффективной, чем ПП плюс ШЕ. Орк сможет быстро раскидать основные бафы, а ШЕ докинет недостающие. При этом пати еще и получает мощные доты и стан. А вот в мини-группах с одним саппортом шаман будет уступать по полезности другим баферам, поэтому лучше стартовать сразу в КП или клане. Тем не менее, это ничуть не замедлит прокачку. До второй профессии Овер отлично качается соло через слип и горелку, которая не сбивает его, или на медленных големах. Поскольку урон от дотов не зависит от вашего оружия, в условиях старта орк будет иметь хорошие преимущества. В то время как другие будут страдать от недостатка урона и защиты, орк уже с 7-го левела будет спокойно убивать мобов с одного дота. В PvP орки-маги смогут побеждать многих соперников благодаря стану с последующим прокидыванием слипа и горелки. Перед такой комбинацией мало кто устоит один на один в ближнем бою. Главной проблемой орка будет медленный каст и низкая скорость бега, поэтому рейндж ДД смогут просто издеваться над вами. Со второй профессии начинается сплошная боль и мучение. И главная причина — это то, что все второпрофные бафы Овера работают только на членов клана, тратят больше МП, чем у Варка, и имеют меньший радиус, чем вы привыкли. С этого момента вы больше не сможете качаться в рандом-группах, а в соло ваша эффективность будет крайне небольшой. Качаться можно будет разве что через вампирик, который тратит много МП. В общем, после 40-го Овер становится исключительно клановым персонажем, который в соло становится полностью неиграбелен. Зато для клана у него есть физатака, физзащита, скорость магии, маг-защита, точность и уклонение. Оно в C1 работает очень хорошо, а баф вместо привычных плюс 4 на последнем левеле дает целых плюс 8, поэтому он будет иметь немаловажное значение. Также большую роль имеет защита щитом, которая в C1 работает гораздо лучше, чем вы привыкли, и спасает магов от ваншотов. Овер имеет клановый берс. В
В C1 Берс не режет магическую защиту и уклонение, не дает скорость бега и снижает физзащиту на 12% на 35 уровне и на 15% на 52 уровне. То есть во многих ситуациях он будет являться больше дебафом. Для воинов на C1 Овер будет абсолютно бесполезным бафером. У него нет бафов на шанс и силу крита, а также на скорость атаки и скорость бега. ЦП восстанавливать Овер также не может, поскольку ЦП в игре еще просто нет. В C2 Овер получит баф на скорость бега и Soul Guard, а на C3 ритуал жизни и честь по агрио на восстановлении ЦП. Это позволит кланам побеждать соперников в масс ПВП с меньшими силами. Оверов будут качать на перспективу C2, где благодаря дебафу на реген можно будет отключать реген ХП у РБ. В C1 этот скилл бесполезен, поскольку РБ просто нет, а у игроков он и так очень низкий. Тем не менее, Овер это мощный АОЕ дебафер. Еще с первой профы он получает массовые дебафы на точность и скорость бега, а с 40 уровня еще и массовые дебафы на скорость атаки и реген ХП, а с 44 сжирает МП окружающих врагов. На 48-м он получает очень полезные в масс ПВП и на осадах массовые дебафы на откат умений, массовое сало и массовый дот. Благодаря массовой привязке и дебафу на скорость бега будет очень полезен в ПВЕ на париках с магами, а массовое замешательство не раз спасет группу от скинутого врагами на нее парика мобов. Резюмируя, можно сказать, что Овер это максимально клановый персонаж, который будет очень полезен в масс ПВП и в ПВЕ в магпате. Благодаря мощным разнопрофильным дебафам и дотам, Овер будет одним из ключевых персонажей в клане, способным решить исход ПВП. В соло ПВП также сможет побеждать многие классы, однако большой проблемой для него будут медленный каст и низкая скорость бега, что еще и осложняется отсутствием бафа на ВВ. До получения 40 уровня отлично качается через доты в бомже и квипе. После второй профессии не получает никаких атакующих умений и соло-дотов, от чего сможет качаться только за счет вампирика. Бафы второй профессии работают только на членов клана, что полностью исключает возможность прокачки в рандомках и делает Овера исключительно клановым персонажем. Профа подойдет только для фанатов класса и кланов, что нацелены играть долго и качают их на перспективу. Если хотите услышать обзоры других классов, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также буду рад видеть вас в нашем телеграме. Там будут периодически проходить розыгрыши крутых сувенирных пушек из Lineage 2. Благодарю всех, кто поддерживает канал лайками, комментариями и донатами. Это является большой мотивацией продолжать делать видео. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих роликах.